Внимание! Все действия видео выполнены профессионалом, имеют исключительно образовательный характер и сопровождаются дополнительными пояснениями. Привет! Вы попали на видео, которое так боится YouTube. Ведь он удаляет его более 6 раз. Короче, добро пожаловать на полезный канал. Муа! Сегодня видео про палец, который продолжает разрастаться, а еще прячет под собой несколько стержневых мозолей. А ведь главное, никаких вот таких вот гадких гадостей здесь не будет. Ну, может, будет, но не такие. Как часто ты смотришь на свои ноги? И не просто смотришь, а прям разглядываешь. Думаю, если ничего не беспокоит, то вообще не смотришь. Но стоит чему-то заболеть, как твои ноги становятся под прицелом твоего внимания. И если сначала это может показаться обычной мозолью или натоптышем, то ты ошибаешься, ведь проблем очень много. Например, бородавку с легкостью можно принять за стержневую мозоль. А еще есть мягкий мозоль и твердый, и суставный. А еще есть точечная кератодермия или гипергидроз с присоединением вторичной инфекции. А еще бывает гиперкератоз и еще очень-очень много болячек. И неважно, пойдешь ты к мастеру или решишь поколупаться с этим дома, лучше знать, с чем ты имеешь дело и что это за рогач вырос у тебя на пальце. Поэтому не забываем разглядывать свои ножки, и прежде чем что-то колупать, лучше сходить к доктору и убедиться, что же это такое. Иначе, если вы начнете колупать бородавку, она разрастется и будет только хуже. Ведь это вирус, ё-моё. Признаться честно, как только я это увидела, я сразу в этом узнала бородавку. Сосочки, кожного рисунка нет, кожа рыхлая, ямка, оно черно-красное. Ну, вылитая бородавка. Ну, посмотрите, похоже ж ведь? Похоже. Но прежде чем что-то ковырять, запомните, ковыряем мы только чистое и чистым. Поэтому я беру одноразовое влажное полотенечко и чистенько, тщательно вытираю ножки. И, кстати, противно вам быть не должно. Запомните, ногами мы не можем ковыряться там, где ковыряемся руками. И это я не про себя, если что. А еще в этот момент расспрашиваем пациента, как это появилось, после чего и что он с этим делал. Ну а теперь нужно достать свои стерильные колупалки. Раскрываю крафт-пакет и беру хирургическую ложечку. Ее еще называют кюретка. А теперь подробно и тщательно рассматриваем, с чем же мы имеем дело. Нарост видим достаточно объемный, крупный. Кожа выглядит воскообразно, она полупрозрачная, что говорит о том, что это сухая кожа, это натоптыш. И вот это все необходимо будет убрать. Ну и что же прячется внутри? Конечно, самое интересное я в видео не вставляла, потому что YouTube опять заблокирует, поэтому показываю уже остаточные варианты, что я оттуда выколупываю. Помимо шерсти, ворса и еще чего-то непонятного, я выколупываю сухую кожу и что-то красящееся. Я бы сказала, вообще какая-то помада, если честно. И я понимаю, что это не бородавка, потому что бородавка от малейшего колупания начала бы кровить. Бородавки, конечно, нет, но внутри такого огромного натоптыша что-то да прячется. Возможно, это будет стержневая мозоль, а возможно, не одна. Самое кошмарное, что эта штука будет нарастать все больше и больше, если ее не убрать, и если не убрать причину. Но обо всем по порядку. Часто в комментариях мне пишут, а я такую мозоль ногтем отколупал, кто-то вообще откусить умудряется, а кто-то распаривает в травках или в собственной моче. Короче, у каждого свои способы, но мастерам они не подойдут. Согласитесь, будет странно, если мастер просто откусит вам мозоль. Для удобства, чистоты и эффективности есть специальные острые ложечки. Полый скальпель называется. Это ручка для скальпеля. В набор к ней прилагаются лезвия разной формы и диаметра. Все зависит от того, какого размера у вас мозоль или натоптыш. Если у вас есть мозоли и натоптыши, от которых вы пытаетесь избавиться дома, такой инструмент тоже вам подойдет. Им работать очень удобно. Но главное это делать аккуратно. Беру ложечку под номером 4. И сейчас все активно начали печатать: ой-ой-ой, она лезвие стерильное руками потрогала. Не паранойте там, где не надо. Я в перчатках. Во время работы обрабатываю их регулярно. Это лезвие касается нестерильной ноги. И убираем мы лишь сухую кожу. Ни до каких биологических жидкостей мы не доходим.
Насадку фиксирую в ручке. Ручку закручиваю и проверяю, чтобы полотно держалось плотно, не дергалось и хорошо было зафиксировано. Так как это сухой твердый натоптыш, по плотности кожа напоминает задубевшую резину или мягкий пластик. Чтобы убирать его было легко, необходимо либо распарить, либо не тратить время и взять мягкое лезвие. Это гель кератолити как раз для удаления таких мозолей и натоптышей. Каплю геля на перчатку, смачный ляп. Шпателечком набираю гель и выкладываю его в нужное место, то есть на мозоль. Далее необходимо размочить. Но чтобы не пхать ногу в воду, беру ватный диск, смачиваю его теплой водицей и прикладываю на мозоль. Теперь композицию оставляем на указанное в инструкции время. Далее снимаем ватный диск, вытираем остатки средства и нейтрализируем действие. Для этого пальчик необходимо либо хорошо промыть водой, либо обработать средством, предназначенным для нейтрализации. Конечно, на вид это мало приятное, и кожа рыхлая, какая-то дырка образовалась. Но ничего, кроме натоптыша, пока я не вижу. Возможно, есть глубокие мозоли, но это нужно копнуть поглубже, чем сейчас я и займусь. Беру свою острую лопатку и начинаю подкоп. На себе, кстати, таким инструментом будет работать намного легче, потому что вы чувствуете и ощущаете, что вы делаете. Движения с небольшим нажимом и подсекающие, с отрывистыми короткими туда-сюда, уходим вглубь, двигаемся по диагонали, то есть к центру вот этого натоптыша. Инструмент продвигаем глубже. Ничего страшного, опасного здесь нет, потому что мы работаем с сухой кожей. Человек вообще ничего не чувствует, просто лежит и лежит. По ощущению, работая этим инструментом, похоже, как будто вы ложкой пытаетесь отколупать кусок замороженного, только вытащенного с морозилки масла. Поднимаем и подсекаем с небольшим нажимом. Снова поднимаем и снова подсекаем. Так и движемся. Движемся по контуру, по кругу этого натоптыша. Вот такой толстенький шматочек мы отколупали. Знаете, появилось такое дикое желание откусить его или пожевать. Вот так, ням, и все. И гляньте, такой толстенький кусочек. Он совсем не нужный. Мешал клиентке до ужаса, прям вообще максимально мешал. И рос бы больше. Но тут появились мы, о великие спасатели. И вот так по чуть-чуть, двигаясь по контуру. Работаем, пока этот кусок сухой кожи просто не уберем, пока он сам не отвалится. Возможно, будет быстрее, если вы дома самостоятельно уберете это все обычными щипчиками или ножничками, но мастеру так работать не полагается. Мы должны поколупаться знатно. Убираем кожу, которая визуально отличается. Она желтая и такая полупрозрачная, как застывший воск. Кстати, оно и похоже по консистенции на застывший воск. Вот если вы какой-то лопаткой, шпателем начнете продвигаться по сухому воску вперед, ощущения будут те же. Вот и здесь просто проталкиваем ложечку вперед. Дальше посмотрели, поглядели, потрогали. Если видим, что еще осталась сухая кожа, то можно дочистить.
Если же вы делаете это дома себе, то в принципе можно остановиться и на этом. Но мастерам нужно работать подчистую, поэтому копаем дальше. И, кстати же, интересно посмотреть, не запрятался ли там какой-то стержень или вообще не один. Дальше потрогав, в центре клиент начал ощущать такую колющую боль. Знаете, как иголочкой укололи. Вот этой иголочкой укололи означает, что, скорее всего, есть стержневая мозоль. Стержневая мозоль – это как мозоль, которая проросла вглубь и колет. Они могут быть разной глубины, разного диаметра. Можно убрать одним движением, потому что она не глубоко зашла. А есть такие мозольки, с которыми нужно покопаться. Вот сейчас освобождаю верхушечку, посмотреть, насколько глубоко она пошла. Рядом нашлась еще одна мозолька, но тоже не глубокая. Они все сидят в одной кучке, и благо они не зашли глубоко, поэтому даже насадку менять не буду, я с легкостью справлюсь и этим диаметром. Просто аккуратненько копаю вглубь, пока не уберу их. Потом нужно потрогать, пощупать, надавить сверху. И если клиент говорит, что уже ничего не чувствует, типа не больно, то все, с мозольками мы справились, и теперь нужно просто зашлифовать кожу сверху. Беру насадку для педикюра и колпачок с абразивностью 240 грит. Если вы убираете это себе дома самостоятельно и у вас нет никаких насадок и аппаратов, возьмите обычную маникюрную пилочку, на которой будет написаны цифры 180 и 240, и любой из этих сторон потрите кожу. Пилочка справится с бахромой и неровностями на коже точно так же легко и быстро. Нужно зашлифовать так, чтобы никакая бахрома кожи не торчала, чтобы палец был такой гладенький, как яєчко. Периодически трогайте пальчик, вдруг он нагрелся. А чтобы кожа пилилась хорошо и не нагревалась, возьмите и взбрызните пальчик водой, обычной водой. Вот так просто шлифуем и сглаживаем кожу. Тут на пальце осталось углубление после стержневых мозолей, и туда такая крупная насадка не достает, поэтому я беру алмазную насадку шар с синей насечкой. Она справляется с кутикулой, поэтому с ногами тоже справится. Шлифуем кожу до гладкости. Любые сухие мозоли и натоптыши нужно увлажнять, чтобы они не нарастали с большей силой. Поэтому, если вас тревожат сухие ручки-ножки, купите в аптеке обычный крем с содержанием мочевины. Например, Карбодерм. Это дешевый крем, который реально поможет вам избавиться от сухости кожи. Главное, обратите внимание на процент содержания мочевины, на перчаточку и на проблемное место. Причина появления таких ужасных прелестей – это наложение пальцев. Вот когда пальцы складываются в елочку, получаются такие мозоли. А все из-за неудобной узкой обуви. От узкой обуви одни проблемы. Суставы деформируются, появляются мозоли суставные, костные, стержневые, сухие, натоптыши, что угодно появляется. Продолжаю обработку. Втираю крем насадкой для полировки кожи. Дослушай до конца, ведь я расскажу, как, если не избавиться, то предотвратить появление таких ужасных прелестей. Ну и все. Теперь наконец-то пальцы не будут топтаться друг на друге. Эту огромную противную штуку убрали, и между пальцами появилось пространство. А главное, человек теперь сможет ходить спокойно, без боли.
Ну а если вы не планируете выкидывать свою узкую обувь, есть штуки, которые помогут вам избежать трения и давления, и, соответственно, таких неприятных проблем, как мозоли на топтыше. Это такие силиконовые растопырки. Они бывают разных видов, разных размеров, на 1-2 пальчика, да хоть на все 5. Главное, эти штуки абсолютно не мешают в обуви и избавляют от появления таких неприятных проблем. Ссылки на товары скину в описании под видео. Не открывается ссылка, включите VPN. И вы представьте, насколько была неудобная давящая обувь, если стержневые мозоли есть практически на каждом пальце. Возможно, я их уберу, если мне заплатят, либо позволят снять еще одно видео. Напишите в комментариях, что бы вам было интересно посмотреть. Бородавка, стержневая мозоль, стекло в пятке, кератодермия или удаление натоптышей. Ведь у меня есть много разных способов и инструментов, чтобы их удалить, и все они довольно интересные. Ну а пока я болтала, на место удаления мозолей я одела овальное гелевое мягкое кольцо. Это кольцо для разгрузки. Кольцо на гелевой гипоаллергенной основе. Но скажу вам по секрету, эта мозоль будет появляться вновь и вновь все с большей силой, периодически с осложнениями, так как клиентка не придерживается абсолютно никаких рекомендаций, а еще плюс к этому пытается удалить самостоятельно дома без должной обработки. Съесть эту кожу или не съесть? Вот в чем вопрос. Надеюсь, видео было полезным и понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Увидимся в следующем видео. Пока!